Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы на канале Таро Инспирасьоне. Цыганский старинный пасьянс и прогноз Таро на будущее. Что скоро произойдет? В ближайшем будущем, в течение марта 2026 года. Но самый главный вопрос, наверное, что прояснится в вашей жизни в течение марта? Жизнь не бывает полностью предсказуема, и, наверное, события ближайшего времени нам это подтверждают. Но давайте все же рассмотрим один из возможных вариантов развития событий. Так что же будет дальше? Как быть в этом сложном мире? Рассмотрим значение выпавших карт, позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Вот какие события идут буквально на ваш порог. Пусть нам расскажут события ближайших дней, что же там скоро случится или скоро произойдет. Карты пасьянса никогда не знают, что совпадет, поэтому будем реалистами, всегда об этом говорю. Но, может быть, подсказка будет, или, я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Когда все идет наперекосяк, и, может быть, это какая-то обстановка вокруг у вас, самое время себя не загонять в угол. Вот смотрите, и явно на что-то не стоит надеяться, рассчитывать пустые разговоры. Это люди, которые могут много обещать, вы можете что-то договариваться, а потом оно как будто не случилось, не срослось. Но для кого-то из вас ситуация, которая вас позовет в путь. Хотя я не исключаю, что для кого-то из вас это, с одной стороны, это карта, которая говорит именно о дорогах, но это может быть чья-то дорога к вам. Может быть, это вы с кем-то будете планировать, или как один из вариантов. Тут может быть двояко. С учетом разговоров пустых и пути. Здесь вы можете что-то переиграть. Собирались в одно место, но, может быть, у кого-то это связано с переездом именно, да, сменой места жительства, а поедете в другом направлении. Или вы можете что-то планировать, да, тоже то, что связано именно с дорогой, или, может быть, с какими-то важными контактами, встречами, а потом вы придете к выводу, что, нет, нецелесообразно, от чего-то вы можете отказаться. Но все-таки дорога какая-то будет, это факт, но она может быть не совсем такая, как вы это первоначально представляли. Переживания– это не есть какая-то конкретная ситуация, но это, знаете, вот как, ну, вам что-то покоя не дает, будем говорить так. Ладно, давайте рассмотрим значение выпавших карт. Что же там дальше? О чем нам расскажут карты? Тем не менее, вопрос денежный или получение денег, или, может быть, решение денежной ситуации, мои дорогие. Такое я тоже не исключаю. Деньги само по себе это нас где-то и радует, вдохновляет, больше уверенности, потому что деньги– один из способов взаимодействия с миром или возможности что-то осуществить. Пока с вами говорю, смотрю, что у вас совпало по вертикали, по горизонтали, что мы можем еще соединить. И, откровенно говоря, что-то я пока и не вижу. Ну, есть то, что имеет смысл, нам четко карты показали. Но есть и то, что, в принципе, как на уровне разговоров, так и останется. Может быть, кто-то будет именно рассматривать разные варианты, и вот эта мельница как раз об этом и говорит. Но из вороха каких-то или многообразия вариантов вы будете выбирать что-то одно. Для вас, знаете, как не распылять внимание или не рассредоточить какую-то свою концентрацию. Здесь может быть, знаете, как много людей, много событий. Но вот для вас задача, чтобы было качество, а не какое-то эмоциональное количество. Есть такой момент. Вообще так планетарно, астрологически, тема работы и денег, ну или у кого-то переезда жилья– это как темы номер раз. Вот давайте мы с вами узнаем, что же от вас скрыто, о чем вы, мои дорогие близнецы, не подозреваете. Тем не менее, это для вас имеет принципиальное значение. Или это будет продолжено. А если мы говорим продолжено, так что тут из скрытого станет явным? Или, может быть, это какая-то история, которая получит такое продолжение, о чем вы пока даже не задумываетесь, не подозреваете. И в конечном итоге к чему это все придет, что прояснится, или то, что будет дальше, к чему приготовиться, да, будем тоже говорить, как это продолжится. И по основным сферам жизни.
Что ждет близнецов в любви, в личной жизни, в отношениях? Что ждет близнецов в работе, важные встречи, контакты, планы? Ну и финансы тоже. Что ждет? Так что ж там скрыто? Чего вы не видите, а это имеет значение. А вы можете вообще, ну, где-то, я допускаю, когда очень много эмоций, вот переживаний, вы явно себе что-то наметили, то могу сказать по этой карте, либо планы могут сбиваться, либо вас что-то может отвлекать, но по аркану Луна вокруг вас обстановка может быть тоже такая неопределенности, может быть, их много, может быть, это даже с разных еще сфер жизни. У кого-то неопределенности по части дома, а у кого-то по части личной жизни или вашего окружения, кому доверять. Здесь у людей, мои дорогие, аркан Луна– это на уровне чувств, но иногда это именно ближайшее окружение. Я такое допускаю, что в жизни людей происходят тоже какие-то перемены, или новости чужие оказывают на вас влияние, именно на вашу личность. Вот здесь то, что было как будто скрыто, и я могу предположить, будет постепенно приобретать какие-то очертания. Так что же скрыто, с чем это связано? Еще второй старший аркан. Причем полярные карты. Это карта успеха. А карта Луна нас призывает все-таки себя беречь. Я очень часто говорю, остерегайтесь толпы. Будьте немножко кошкой, которая гуляет сама по себе. И если даже внешне на улице, в открытом пространстве вы оказываетесь именно в толпе, знайте, мои дорогие, что вам в другую сторону. Карта тоже призывает, знаете, как бы мы идем вперед, но мы буквально, вы знаете, как осознанность. Мы смотрим перед тем, как сделать следующий шаг. Мы учимся себя беречь как-то по-новому. Но эта карта будет говорить о том, что мы вступаем как будто, да, делаем этот следующий шаг, может быть, где-то осторожно, осмотрительно, но уверенно. И вот к уверенности карта колесница. Для кого-то из вас тут действительно с дорогами, с переездами будут связаны, точнее, последующие дни до конца даже марта. Вы можете тут сами прояснять для себя вопросы по работе, потому что все-таки это карта успеха. Но я точно скажу, вы сейчас о чем то даже не предполагаете, как могут повернуться события. Будьте к этому готовы. 2 старших аркана будут говорить о том, что как и обстоятельства, так и люди вокруг вас будут оказывать влияние на вашу жизнь. И не все откровенны. Не случайно здесь у нас все таки именно пустые разговоры. А семерка мечей, мы это знаем, что это как карта обмана. Ну, иногда ее называют карта вора, хоть это и нигде не прописано. Но она нас призывает к бдительности. Мы можем включиться в какую-то тему, а нам туда не надо. Мы можем на волне эмоций, ну, где-то согласиться с тем, что находит, может быть, сначала какой-то отклик в душе. Нам кажется, что, ну, пусть это даже будет связано с кем-то из людей, кого вы недостаточно хорошо знаете. Или мы можем поддаться импульсу, опять же, внешние события. Вот будьте внимательны. Буквально, даже к серфингу в интернет или то, что приходит на вашу почту, e-mail или какие-то, как реклама, может быть, к вам поступает, да. Но мы в такое сложное время живем, а вы все-таки короли информации. Здесь вот есть какие-то чужие манипуляции, когда наша задача держать ухо востро, отделять зерна от плевел вам, скорее всего, придется. Но я должна сказать, что скрыто. Для вас ведь точно так же вот какая-то прежняя ложь может проясниться. Вы можете сами узнать тайну, но я точно так же допускаю, что, знаете, как какая-то правда врывается, словно с учетом аркана колесницы в вашу жизнь. Здесь, может быть, и вы сами узнаете какую-то тайну и понимаете окончательно, что зря на что-то надеялись или зря ну, как мы ждали добрых времен, или что какой-то человек проявится как-то по отношению к нам, хотя у кого-то могут быть сожаления, когда ваша прежняя стратегия, тактика не сработала. Вы рассчитывали на одно, а тут появляется что-то другое. С чем это связано? В какой сфере жизни? Опять старший аркан, нулевой аркан.
Но если я вот сказала, что у нас сейчас с вами время такое, что планетарные транзиты так вот складываются, до 20 марта ваша планета-управитель, она делает как петлю, ретродвижение. Так вот, нам возвращаются некоторые события и сюжеты для того, чтобы окончательно завершиться. И чтобы вы себе сказали по аркану колесницы вот теперь полный вперед. Вы тут сами будете от чего-то отказываться. И, может быть, даже вы не собирались этого делать. Вот скрытое, тайное будет именно в том, что как приходит с информацией вот эта самая целесообразность. Когда вам самим, опять же, хочется больше порядка. Возможно, вы тут что-то будете больше анализировать. И это вам помогает. Потому что тут не просто что-то завершается, но и начинается новый жизненный цикл. Так что же тайное станет явным? Ну, это именно ваша какая-то задумка. А может быть, мои дорогие, ваша какая-то тайна. Я не исключаю, очень ёмкая карта, хоть она и говорит о вас, короле мечей, но это очень часто еще люди, которые занимают ответственный пост. Иногда юристы и адвокаты, иногда врачи. Мы сами даже, да, можем отправиться к доктору, чтобы узнать, пройти, допустим, о себе что-то поподробнее, пройти обследование. Это не говорит о том, что мы болеем, но просто нам важно знать о себе чуточку больше. Ну, может быть, у кого-то банально визит к стоматологу, почему нет? Иногда мы вызываем специалистов, допустим, даже для нашего дома, потому что люди, работающие с металлом, или узкая специализация, ну, у кого-то труба потекла, не дай бог, конечно, или там электричество что-то нужно, да. И вот, кстати, ну, перестроить или поменять, и вот, на самом деле по Меркурию у нас ведь тут могут выходить из строя приборы, поэтому у кого-то могут быть такие поломки, у кого-то сбои в расписании. Вот это тоже, это все, что по ретро-Меркурию. Или сбои в договоренностях. Раньше были одни договоренности, а здесь либо вы сами понимаете, вам не имеет смысла, либо, может быть, и у человека что-то меняется. Так что же тут прояснится? Почему была задержка? Что еще прояснится? Ситуация, задержка с деньгами, ситуация по работе у вас тут прояснится, но явно вы тут сами для себя новые приоритеты ставите. Вот это однозначно. Наверное, без какого-то итога тут не обойдешься, потому что как будто, ну, нет смысла на самом деле застревать в ожидании и нет смысла надеяться как на чудо. Или что завтра какой-то вопрос решится сам. Нет, здесь окончательное решение по поводу финансов, по поводу работы или каких-то важных дел, документов, согласований. Одна из лучших карт в колоде как раз и на деньги – так и буквально на наши достижения, на нашу работу. И то, что вы где-то задумали, вы как будто переиграете, пересмотрите, реструктурируете, переделаете. Отчасти вы откажетесь, потому что, ну, нет ни смысла, ни вдохновения, да вообще не хочу. Но есть еще то, что явно для вас будет служить прогрессом. Поэтому прояснится какая-то ситуация, как и финансовая у кого-то и по работе может проясниться. Но тут и вы сами можете, кстати, где-то карта тоже подсказывает. Ну, ваша аналитика, это понятно, но, может быть, кому-то и потребуется узкий специалист. Давайте откроем третью карту и узнаем, так что же будет дальше. К чему все идет, к чему приготовиться. Карта любящего человека, мои дорогие. Это тот, который сам готов дойти до, ну, самопожертвования, альтруизма. Может быть, это вопросы семьи. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды. Просто вот какая-то история будет продолжена. Но по этой карте не должно быть двойственности. Так к чему же приготовиться? Ну, правда, вопросы семьи, вопросы пары, нечего мне добавить. Королева чаш и король чаш. Вопросы личной жизни. У кого-то это переезд с семьей, у кого-то воссоединение семьи. Может быть и наоборот, когда взрослые дети пытаются разъехаться, или у вас история, пусть она будет связана со взрослыми детьми уже, да, но это наши близкие или ближайшее окружение, хотя вполне вероятно, это может быть и партнерские отношения тоже. Ну, давайте вот узнаем, что ждет в личной жизни близнецов. А нам говорят, не включись в те темы и вопросы, тем не менее, которые тебе не нужны. Может быть, это и касается людей.
Очень много информации, поэтому правильно работай с информацией. И я здесь вижу, что какая-то прежняя история, по поводу которой было уже много эмоций, много сомнений. Может быть, даже у кого-то эта история де-факто закончилась. Вот я такого тоже не исключаю. А также я не исключаю такие метаморфозы, когда вы сами, ну, по крайней мере, кто-то из вас может думать, а может быть, было бы смысл как будто что-то вернуть. Вы можете сомневаться. Тем не менее, в чем-то будет поставлена либо точка, либо вы примете решение аркан Иерофант. С одной стороны, вы как в личной жизни можете такой, ну, экзамен жизни проходить. Вот это решение, наверное, сродни жизненного экзамена, все-таки аркан Иерофант. Но у кого-то это ваша личность, у кого-то это карьера, Иерофант– это статус. Поэтому у кого-то статус будет касаться личной жизни, а у кого-то может быть работы и денег. Но здесь карта, знаете, говорит нам о том, что все таки в чем то спешить нельзя. Но знаете так, мы как будто вынуждены вот так ступенчато идти наверх. Но освободиться, может быть, от этого искаженного восприятия. Буквально, когда девушка смотрит в зеркало, и то, что где она находится, обстановка вокруг нее, она видит вот, ну, как будто не видит, понимаете? Вот есть какая-то тема, на которую вы закрывали глаза, а здесь нам, может быть, и высшие силы помогают окончательно прозреть. Я такое не исключаю. Поэтому поднялись на одну ступеньку, отдышитесь, осмотритесь. Здесь время принятия важных решений, каких-то таких основополагающих. Может быть, и подписание важных документов. Но тогда нам нужно, ну, где-то хладнокровие, спокойствие для того, чтобы рассмотреть все варианты, чтобы не было какого-то минуса, чтобы не было того импульса, который как с пути истинного может свести. Вот примите это все же к сведению. Давайте достанем карту совет. Как-то очень странно. Но тут мы все разные. Вам буквально колесо фортуны помогает. Сама фортуна. С нужными людьми будем говорить и договориться. Мы ведь спросили отношения в целом. Может быть, вот как раз первый аркан, обратите внимание. Девушка хранит свой дзен, а 7 жезлов пытаются буквально достать до нее. Она на это не реагирует. Явно есть какие-то связи, контакты, на которые, может быть, и вы не реагируете, потому что не считаете нужным, важным, интересным. Может быть, и вы что-то сами, уже как усталость, вы хотите это свести к нулю, потому что траектория уже развития понятна. Но тогда вот этот, наверное, итог или экзамен жизни, вы его подводите и следом, опять же, с учетом нулевого аркана и колеса фортуны. Будьте готовы к неожиданностям, будьте готовы и к дорогам тоже. Может быть, что-то позовет вас в путь, как ситуация, которая касается либо личной жизни, либо вашей личности. Но фортуна на вашей стороне. Что ждет близнецов в работе, ваших достижениях, важных встречах? Еще раз нам десятка говорит. Вот интересно, все планетарные транзиты проигрываются по картам. И эту карту называет, колет барон Рид, изящное завершение. Изящное завершение какой-то апатии. Изящное завершение того, что, ну, как было ожиданием, а на смену приходит солнце. У вас, правда, выбор правильного жизненного направления– основная карта. Какие приоритеты, мои дорогие? И это на важные встречи. Самого разного толка, характера. У кого-то это будет работы, а у кого-то, правда, важных бумаг, контактов, договоренностей, поездки или переездов. Но то, что вы сейчас, с чем определяетесь, какую траекторию вы себе наметите, она будет означать траектория как минимум на 6-8 месяцев, почти до конца 2026 года. Вот такой март. И что ждет в финансах? Вообще, это карта радости, мои дорогие, по рыцарю чаш. Будут приятные моменты. Значит, нам ведь тут тоже карты пасьянса, деньги. Поэтому деньги есть. Деньги будут. Так что же еще? Ну вот смотрите, тут может быть такая ситуация с одной стороны, когда вот эта финансовая брешь сложилась прежде. И здесь тогда у вас есть возможность как-то кардинально это изменить. Может быть, для кого-то из вас эта карта будет говорить, деньги будут в зависимости от того, как ты договоришься. Вполне вероятно, для кого-то есть и купля-продажа, тогда будьте где-то готовы подвинуться как будто в цене.
учитываете внешние обстоятельства или время, место. Тут вот все в нашей жизни меняется. Опять же повторюсь, что события ближайшего времени, которые вот это то, что произошло. Ну, наверное, много неожиданностей было в последнее время, поэтому может быть, именно цена решает все, да, и все вопрос или вопрос, упирается как будто в то, как мы сумеем какие-то договоренности осуществить. От этого зависит решение вопроса или радости. У кого-то это от того будет зависеть ваше финансовое благополучие. Может быть, вы как договоритесь с руководителем, а для кого-то из вас, как вы договоритесь, мои дорогие, правда, с вашей второй половинкой. Все таки у нас пара выпала. Король кубков, дама кубков, королева, точнее, кубков и карта императрица. Мои дорогие девочки, вы сейчас, ну, у вас все таки более сильная позиция, хотя я не исключаю, для кого-то это вопрос, когда вы ждете ребенка. Ну, соответственно, по возрасту, поставленным целям или решению вопросов, действительно, по части места вашего пребывания или планируемого такового. Но для вас, мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни, с которой тоже нужно правильные параллели провести. И, может быть, прежде было какое-то недопонимание, а может быть, и разногласия в взаимоотношениях. Но здесь все-таки нам больше говорят о том, что, ну, наверное, прогресс все-таки есть в отношениях, и каким-то образом он будет оказывать влияние и на финансы. Вообще, в целом, будьте дипломатом и надейтесь сами на себя. Если мы рассматриваем именно как энергетику, посмотрите, Солнце и Императрица, что может быть больше? Наверное, не случайно колесо фортуны. Даже если нам судьба складывает какой-то сюжет, поверьте, это не случайно. Как и обстоятельства, так и люди. Так это все то, что уже сложилось до этого, вас подводило как и к каким-то итогам, так и, наверное, к новому жизненному циклу, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте, как и гороскопы, так и статьи по психологии. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.